Всем привет и добро пожаловать в мой новый выпуск, который, как вы уже успели обратить свое внимание, посвящен Банкэф. Скажу сразу, что Банкэф – это новый крупнейший проект сектора DeFi за, наверное, весь текущий год. Почему я так думаю? Да потому что Банкэф позволяет вам совершать самые простые инвестиции и зарабатывать при этом эфириум. Если вам интересно узнать, как это он делает, то смотрите этот выпуск до конца, потому что впереди вас ждет однозначно все самое интересное. Итак, концепция Банкэф. Как и многие другие проекты из сектора DeFi, Банкэф намерен также стимулировать всех своих пользователей держать на своих кошельках как можно дольше токены данного проекта, предоставляя для этого им аж 10% прибыль от каждой транзакции, что, как по мне, уже выглядит весьма щедро. Однако отличаться от других конкурентов исключительно высоким процентом распределения вознаграждений не слишком-то и круто. И вот тут-то изобретательность команды разработчиков Банкэф включилась на полную мощность, и они решили предложить всем своим инвесторам возможность реинвеста, без необходимости платить за это комиссию, которая, я напомню, составляет при каждой транзакции 10%. Более того, чтобы защитить всех своих пользователей, разработчики Банкэф пошли еще дальше, установив тем самым уникальный антидемповый механизм кошелька с временной блокировкой. Что это значит? Это значит, что все продажи ограничиваются совокупным суммированием токенов, равный в большей или равной степени 0,2% от общего количества, на кошелек каждые 24 часа. Данный ход позволяет снизить возможную волатильность, ограничив тем самым торговлю на колебаниях в больших объемах и манипуляций со стороны китов, что я считаю очень грамотным решением. При этом, кто еще не до конца понял главной сути Банкэф, то заключается она в специально созданном протоколе, разработанном на базе блокчейна Ethereum, главная цель которого – это позволить вам накапливать эфириумы с помощью токенов Банкэф и хранилища Vault. Почему именно Ethereum? Да потому что на текущий момент сеть Ethereum поддерживает просто бесчисленное множество всевозможных проектов и приложений из реального мира, что естественным образом не просто стимулирует и способствует дальнейшему развитию инноваций, но и более тесному внедрению криптовалют в нашу жизнь. Поэтому, вдохновившись данной сетью, основатели Банкэф и решили развивать свою концепцию на базе Ethereum. Кстати, приборная панель, где будут осуществляться все действия в рамках Банкэф, выглядит очень просто и интуитивно понятно. А для того, чтобы избежать каких-либо проблем и сложностей с покупкой токена Банкэф, на сайте доступна подробная инструкция покупки. Собственно, как и подробная дорожная карта, которая, как мы видим, расписана вплоть до 2022 года, ознакомиться с которой более подробно вы сможете уже и самостоятельно. Кстати, отмечу, что не так давно Банкэф был залистен на такой информационный портал, как CoinGecko, где вы теперь, собственно говоря, сможете очень легко получить по проекту и его токену всю необходимую информацию, начиная от стоимости их токена, заканчивая его общим предложением, рыночной капитализацией и многим чем другим. И еще, в завершении данного обзора не могу не обратить ваше внимание еще и на заблокированную ликвидность, которая составляет чуть больше 214 тысяч токенов, которые на момент записи этого видео оцениваются уже в чуть больше, чем в $1 миллион США, что лично меня крайне впечатляет. При этом сам Банкэф уже прошел успешно аудит от Callisto, что лишний раз доказывает нам его безопасность и надежность, ознакомиться с которым вы уже сможете самостоятельно. Так что, дорогие друзья, настоятельно рекомендую вам перейти по ссылкам, указанным в описании, и присоединиться к их стремительно развивающемуся сообществу, которое, кстати, уже насчитывает свыше 8500 читателей в Twitter и почти 7000 участников в Telegram. Зачем вам это нужно? Да за тем, что в ближайшее время новостей и обновлений от Банкэф будет еще очень и очень много. Поэтому, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на их официальные соцсети, а также читайте и знакомьтесь с Банкэф более подробно, так как я уверена, он этого достоин. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Всем удачи и пока-пока!